Альберт Эйнштейн входит в число самых знаменитых ученых в истории человечества. Возможно, он вообще самый знаменитый ученый. Никого не удивляет, что его портрет висит в кабинете начальника уголовного розыска. Представляете, сколько было бы вопросов, если бы у Колобка висел Дарвин или Ньютон? Тоже очень знаменитые ученые. Но Эйнштейн– это рок-звезда от науки. И при этом, если относительно Дарвина и Ньютона, обычный человек, не специалист, а человек, который уже порядком подзабыл школьную программу, может хотя бы приблизительно сказать, что они такого сделали. Дарвин придумал, что человек произошел от обезьяны. Ньютон, когда ему прилетело по голове яблоком, понял, что все предметы притягиваются друг к другу. Это неверно, но у вас хотя бы есть какие-то идеи. То относительно Эйнштейна большинство из вас, скорее всего, вообще не смогут сказать, что он, собственно, сделал. Возможно, у вас в голове всплывет выражение теории относительности и образы поезда, идущего мимо вокзала, и вокзала, который едет мимо поезда. После чего у вас возникнет смутное ощущение, что это не бог весть какое прозрение, чтобы давать за него Нобелевскую премию. А ему ее дали и не за это. А за что? Почему бы нам за завтраком быстренько не пройти всю общую и специальную теорию относительности? Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира? На рубеже 19 и 20 веков человечество было преисполнено научного оптимизма. Люди искренне верили в науку и технику. Многие считали, что мир в целом изучен. Оставалось только несколько маленьких пробелов, которые мы, разумеется, быстренько заполним, и будем знать о мире абсолютно все. Вы могли оглядеться вокруг себя и повсюду видеть эти самые замечательные плоды научных изысканий. Развивался транспорт, работал телеграф и радио, появились телефоны, электричество приходило в дома. Химическая промышленность вообще переживала замечательный расцвет, создавая различные вещества, которых в природе или вообще не было, или получить их было очень-очень дорого. Появились новые краски, клеи, топливо, удобрения, целлулоид, этот чудесный предшественник пластмасс. В небе парили дирижабли и первые самолеты, телеграммы перелетали с континента на континент. Никто не сомневался, что от ученых есть большая польза. Легкой тучкой на горизонте было то, что между крупными научными теориями имелись небольшие зазоры, которые на первый взгляд казались маленькими, но если к ним присмотреться, обнаруживалось, что это не просто трещинка, а какая-то совершенно кошмарная пропасть, в которую было страшно заглядывать. Но благо в эти трещины могли заглянуть только считанное количество людей в мире. Они касались очень высокой теоретической науки. Но, тем не менее, само их существование серьезно раздражало мировых умников и требовало решения. К примеру, очень беспокоило внезапно появившееся откуда ни возьми противоречие между теорией Максвелла и ни больше ни меньше классической ньютоновской механикой. Джеймс Максвелл– это человек, который разработал всю теорию электрических и магнитных явлений, которая работала на практике. Не работала в математическом смысле слова как непротиворечивый клубок формул, нет. На основании его уравнений строились приборы, можно было провести эксперименты с предсказуемым результатом. Электричество работало согласно его теории, телеграф и телефон работали, магнитные поля вели себя в соответствии с его теорией. Это не была абстракция, и поэтому очень трудно было понять, какого черта теория Максвелла не согласуется с элементарной классической механикой.
Ведь классическая механика, идущая от Ньютона, тоже описывала реальность блестяще. Она объясняла движение тел, удары, ускорение, работу машин, весь привычный мир вокруг нас. На законах Ньютона работали паровые машины и гребные винты кораблей, вообще любые двигатели, где поршни были толкаемые, толкали что-то еще. Следовательно, классическая механика тоже явно и очевидно была права. И эти две огромные теории, ежедневно доказывающие свою состоятельность и полезность, не согласовывались друг с другом. Проблема была, к примеру, в скорости света. С точки зрения тогдашней физики, свет был волной, распространяющейся в эфире, в такой специальной среде, которой заполнен мир. То, что свет – это волна, подтверждалось десятками экспериментов. И поскольку волна должна распространяться в чем-то, к примеру, звуковые волны ходят в воздухе, волны на море в воде, физики предположили существование эфира, такой особой среды, в которой ходят волны света, электромагнитные волны. От самых звезд свет до нас добирается по эфиру, пронизывающему всю Вселенную. То есть, когда вы включаете фонарик, вы словно бы шлепаете рукой по воде, распуская волны. По эфиру начинают распространяться волны света, идущие со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Так насчитал Максвелл в своем знаменитом уравнении. И вся эта замечательная теория прекрасно работала, пока два энтузиаста из Кливленда не решили доказать существование эфира экспериментально. И в результате чуть не сломали всю физику. Вот эти два забавные чудика, Майкелсон и Морли, поставили элементарный эксперимент. Они пускали пучок света вдоль и поперек движения Земли. Потому что если Земля постоянно летит с большой скоростью вперед, то означает, она летит сквозь эфир, по которому идет свет. И скорости света и Земли должны складываться как векторы, согласно представлениям классической механики. Как если бы вы бросали мячик вперед из мчащегося поезда, мячик летел бы с гораздо большей скоростью, чем если бы вы бросали его просто стоя на перроне. К скорости мячика прибавлялась бы еще скорость поезда. И в 1887 году Майкелсон и Морли провели один из самых знаменитых экспериментов в истории физики, где в роли поезда была наша Земля, которая движется вокруг Солнца со скоростью примерно 30 километров в секунду. А мячиком были пучки света, которые эти ребята посылали вперед по движению поезда Земли и поперек, перпендикулярно ее движению. Разница в скоростях этих пучков ожидалась маленькая, но измеримая. Это должно было быть видно на приборе интерферометре. Но они не увидели ничего. Скорость света была одинаковой во всех направлениях. Скорость света не пожелала ни складываться со скоростью Земли, ни вычитать ее из себя. Как бы вы ни бросали мячик, стоя на перроне, мчась в поезде вперед по движению или вбок из окна, мячик, свет, летел с одной и той же скоростью – 300 тысяч километров в секунду и плевал на представление классической ньютоновской механики. Это был немножко кошмар. Физики всего мира отчаянно пытались это объяснить. Возможно, Земля в полете загребает эфир с собой. Получается, как волна на носу корабля, волна неподвижного относительно Земли эфира. Но тогда почему мы этого не наблюдаем, глядя на звезды? Их свет должен бы искажаться. И тут на сцену выходят Лоренц и Пуанкаре, еще два очень знаменитых ученых. Они сказали: ничего страшного, сейчас мы все подкрутим. Давайте предположим, что если предметы движутся сквозь эфир очень-очень быстро, то для них время замедляется, а длины в направлении движения сокращаются. Лоренц вывел такие формулы для изменения времени и расстояния, при которых скорость света оставалась неизменной.
Это называлось преобразование Лоренца. Серия уравнений, которые показывали, как время замедляется, а предметы укорачиваются с ростом их скорости. Я понимаю, что для нормального психически здорового человека такое предположение, что время на высоких скоростях начинает замедляться, не является естественным шагом для объяснения непонятных результатов эксперимента. Но на начало 20 века это было лучшее, что могли предложить физики. Не то чтобы этот вариант устраивал прямо всех, но это было хоть какое-то примирение Ньютона с Максвеллом. И тут появляется Эйнштейн, который говорит: а давайте вообще уберем эфир. Эйнштейн не был профессором Сорбонны, как Пуанкаре, или университета Лейдена, как Лоренц. Ему было 26 лет, и он работал в патентном бюро в Берне. Оценивал заявки на изобретение других людей, а в свободное время баловался теоретической физикой. Эйнштейн вообще считал, что наука – это не работа, это развлечение, и зарплату за это получать грешно. И естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка. И вот по результатам своего хобби он опубликовал статью к электродинамике движущихся тел, где он предположил: если мы не можем обнаружить эфир, давайте делать вид, что его вообще не существует. Потому что нет никакого эфира, нет общей среды всей Вселенной, относительно которой можно было бы сказать, кто из нас стоит на месте, а кто летит мимо. Все, что находится внутри Вселенной, перемещается относительно друг друга. Но невозможно сказать, является ли хоть один из объектов статичным. Нет вокзала, относительно которого ходят поезда. Все, что происходит в мире, это сплошное движение поездов относительно друг друга. И скорость света постоянна для всех этих объектов. Скорость света постоянна, при этом пространство и время связаны и зависят от скорости. Это называется специальная, в смысле частная, касающаяся частного случая, теория относительности. Большинство людей, включая физиков-теоретиков, подумало тогда, что это полный бред. Но Эйнштейн всегда был исключительно самостоятельно мыслящим индивидуумом. Он даже прусскую гимназию не закончил, потому что постоянно перечил учителям. И потом в Цюрихском политехе он так всех профессоров достал, что не получил академической должности и оказался, не прямо уж дворником, но оценщиком патентов. Ничтожная позиция для человека его интеллекта, которая, кстати, очень ему нравилась, поскольку освобождала 8 часов в день на занятия наукой без начальства. И в результате он за 1905 год опубликует 4 статьи, перевернувшие науку. «Эфира нет и все движется относительно всего» – это была его 3-я статья. К ней вообще прислушались только потому, что до нее он опубликовал еще 2 с тоже довольно радикальными, но менее невообразимыми идеями. Его 1-я статья объясняла броуновское движение. Эйнштейн математически объяснил хаотические движения микрочастиц в жидкости ударами молекул вокруг. Это стало одним из самых сильных доказательств существования молекул, а вместе с ними и атомов, которые тогда еще не все ученые принимали. Сюрприз! В начале 20 века существование атомов еще не было доказано, потому что не было электронных микроскопов. Эйнштейн, в общем-то, доказал, что атомы существуют, что сразу поставило его, так сказать, на карту науки. Во 2-й своей статье он объяснил фотоэффект – способность света выбивать из металла электроны. Если бы свет был обычной волной, то чем ярче свет, тем с большей силой он выбивал бы электроны. Но оказалось, что это не так. Способность света выколачивать электроны из металла зависела не от его яркости, а от цвета.
Красный свет мог быть очень ярким, но все равно электроны не выбивал, а ультрафиолет выбивал их легко. Никто не понимал, почему. Эйнштейн предположил, что, возможно, свет передает энергию не непрерывно, как волна, а порциями, квантами. Каждая такая порция как отдельный удар. Чтобы выбить электрон из металла, нужна одна порция энергии достаточного размера. Если свет слишком красный, его порции слишком маленькие. Сколько бы они ни бомбардировали металл, электрон не вылетит. Это объяснение идеально совпало с экспериментами. И вот именно за это Эйнштейну впоследствии дали Нобелевскую премию по физике, за объяснение фотоэффекта и предположение, что свет перемещается квантами, кучками. Макс Планк начал закрывать эту проблему за 5 лет до Эйнштейна, но Эйнштейн окончательно захлопнул дверь. А за теорию относительности, говорящую, что мы не можем догадаться, это наш поезд тронулся, или стоящий на параллельных путях поезд тронулся, или это я уже тронулась, ему никто никакой премии бы не дал, потому что тогда ее почти никто не понимал. Ну а 4-я его статья была про пресловутый Е равно МЦ квадрат. Короткая заметка «Зависит ли инертность тела от содержащейся в нем энергии» фактически говорила, что масса и энергия – это разные формы одной сущности. Масса – это форма энергии. Что такое масса, мы все примерно знаем. Это показатель того, как трудно сдвинуть вас с места. Чем больше масса, тем труднее вас сначала разогнать, а потом затормозить. Но что такое энергия? На самом деле дать определение энергии довольно сложно. Точнее, корректное определение энергии, которое удовлетворило бы физиков, не даст нормальному штатскому человеку ничего. Оно будет слишком абстрактным и слишком непонятным. Поэтому для нужд этого рассказа мы определим энергию как универсальное свойство вещей, которое дает им возможность влиять на окружающую среду. То есть энергия – это такая валюта в мире физических взаимодействий. И точно так же, как валюта, энергия может обмениваться. К примеру, в работе, скажем, двигателя внутреннего сгорания энергия химических реакций превращается в механическую энергию движения вашей машины. Или когда горит электрическая лампочка, электрическая энергия превращается в свет и тепло. И Эйнштейн показал, что масса и энергия эквивалентны. Чем больше масса тела, тем больше энергии заключено в нем. Каждую секунду Солнце теряет около 4 миллионов тонн массы. Эта масса уходит в излучение и энергию частиц. Даже заряженная батарейка весит чуть-чуть больше, чем разряженная, потому что в ней запасено больше энергии. Чем больше энергии содержит тело, тем больше его масса. Мой личный опыт говорит, что чем больше моя масса, тем меньше у меня энергии. Но это далеко не единственная моя проблема с теорией относительности. Пойдите налейте себе еще кофе и поставьте лайк этому видео, потому что я чуть не свихнулась, пытаясь во всем этом разобраться. И это были еще цветочки. А сейчас начнутся глубоко абстрактные ягодки. Товарищи, прошу всех на второй тайм. Я отказываюсь объяснять вам общую теорию относительности, потому что я ее не понимаю. И я отказываюсь делать вид, что понимаю. Утешает то, что ее понимает считанное количество людей во всем мире. Говорят, что после того, как Артур Эддингтон провел свой знаменитый эксперимент, подтверждавший правоту Эйнштейна, журналист его спросил, правда ли, что только 3 человека в мире понимают теорию относительности. И Эддингтон ответил, я пытаюсь вспомнить, а кто третий? С тех пор ситуация изменилась незначительно. Просто большинство ученых по этому поводу перестали беспокоиться. Чего я всем нам желаю. Я не могу заставить вас понять, что имел в виду Эйнштейн. Но про эксперимент, впервые подтвердивший его теорию, я могу вам рассказать. В следующие 15 примерно лет путем мучительных, чуть не сломавших его математических вычислений,
Эйнштейну самому пришлось подучить математику, потому что его знаний не хватало. Он пришел к выводу, что гравитация – это не просто сила притяжения между телами. Похоже было, что массивные тела искривляют пространство и время вокруг себя, и мы ощущаем это как притяжение. Что означало, если что-то движется мимо массивного объекта, траектория его немножко искривляется. Но не потому, что оно становится кривой. Траектория остается прямой. Пространство под ней проседает. Самолет, допустим, летит из Калгари в Токио по прямой. Но на глобусе его путь выглядит как кривая, потому что поверхность глобуса кривая. Путь самолета нельзя сделать прямее, чем часть дуги меридиана, потому что самолет не может пролететь сквозь Землю. И то же самое происходит с пространством вокруг массивных тел. Вы не можете пролететь насквозь. Ваш путь изгибается. И даже свет, по определению идущий только прямо, пролетая мимо тел с большой гравитацией, должен искривлять свою траекторию. По этому поводу был предложен эксперимент. Самое большое тело с достаточно большой гравитацией от нас – это Солнце. Если Эйнштейн прав, Солнце должно было искривлять пространство вокруг себя и искривлять путь света звезд. К сожалению, Солнце очень сильно светит, и звезд за его светом не видно. Но если посмотреть на небо в момент полного солнечного затмения, то можно попытаться увидеть, откуда далекие звезды, так сказать, светят в присутствии Солнца, загороженного от нас Луной, а потом померить, где они находятся, когда Солнце уйдет за горизонт. Пожалуйста, картинка для наглядности. Ожидаемый эффект должен был быть очень маленьким. Эйнштейн рассчитал, что звезда, свет которой проходит почти рядом с краем солнечного диска, должна оказаться смещенной примерно на 1,75 угловой секунды. Это крошечный угол. Но его возможно измерить. И в 1919 году Британское астрономическое общество организовало 2 экспедиции, чтобы попытаться это смещение померить в момент полного солнечного затмения 29 мая. Одну группу возглавил Артур Эддингтон, тот самый, который потом будет третировать Чандрасекара. Именно так он и прославился. А вторую не помню кто. 2 группы было для страховки, а то набегут тучи и никакого наблюдения не получится. Во время затмения обе группы сфотографировали участок неба вокруг Солнца. На снимках были видны несколько звезд. После этого они сделали контрольные фотографии того же участка неба ночью, когда Солнце находилось в другой части неба. Затем они сравнили положение звезд на 2 наборах фотографий и убедились, что в присутствии Солнца звезды действительно съезжают. Они в прямом смысле слова изменили свое положение на небе. Их свет действительно отклонялся гравитацией Солнца. Это стало первой экспериментальной поддержкой общей теории относительности. В тот момент Эйнштейн работал профессором-исследователем в Берлинском университете. Шла Первая мировая война. Эйнштейн с горечью шутил: «Если эксперимент подтвердит мою теорию, Германия объявит меня немцем, а Франция – гражданином мира. Если же эксперимент провалится, Франция заявит, что я немец, а Германия, что я еврей». Он крайне негативно смотрел на национализм и жестокость, распространившиеся по миру. «Такое время показывает, к какой жалкой породе животных мы принадлежим», писал он в письме своему другу. «Я тихо продолжаю мирные исследования и размышления, но охвачен жалостью и отвращением». Но тихо продолжать исследования ему не дали. После эксперимента 1919 года Альберт Эйнштейн в одночасье стал всемирной знаменитостью. До этого момента о нем знали только в очень узком кругу. Теперь же газеты по всему миру объявляли о революции в науке, о том, что Ньютон отменен, и теперь главный Эйнштейн. Посторонние люди начали хватать его за рукав на улице и просить объяснить им теорию относительности. В конце концов, его секретарь взмолилась, чтобы он сказал ей, что отвечать на бесконечные звонки с тем же самым вопросом. На что профессор Эйнштейн якобы ответил: «Скажите им, что когда вы сидите с хорошенькой девушкой, час кажется минутой,
А когда вы сидите на горячей плите, минута кажется часом. Это и есть релятивность. Его совершенно не прельщало быть знаменитостью. Но положительным моментом было то, что за него начали бороться. Его приглашали читать лекции, правительство и научные общества оказывали ему почести. У него появился выбор, где продолжать работать. В начале 1920-х годов Эйнштейн много путешествовал и читал лекции по всему миру. Когда в 1921 году он был удостоен Нобелевской премии, повторюсь, не за теорию относительности, а за объяснение фотоэффекта, он даже не смог приехать на вручение, поскольку находился в этот момент в Японии с лекционным туром. В 1933 году, когда к власти в Германии пришли нацисты, Эйнштейн покинул Европу и навсегда переехал в Соединенные Штаты, где работал в Институте перспективных исследований в Принстоне. И постепенно, далеко не мгновенно, научный мир убедился, что он был прав. Эйнштейн прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как многие предсказания его теорий подтвердились. Пока он читал лекции, играл на скрипке, потом дарил свои скрипки тем, у кого не было скрипки, ходил без носков и упрямо спорил со всеми вокруг, защищая свой уникальный взгляд на мир, его теория относительности смогла объяснить вещи, которые до этого объяснению не поддавались. К примеру, непонятное движение Меркурия по орбите. Астрономам давно было известно, что орбита Меркурия ведет себя странно. Она как бы немножко вращается, смещаясь каждый год. Это пытались объяснить посредством ньютоновской физики. Возможно, другие планеты слегка тянут Меркурий к себе. Но этого воздействия было недостаточно. Предполагали даже, что рядом с Солнцем есть еще неизвестная планета – вулкан. И вот здесь оказалась применимая общая теория относительности. Солнце слегка искривляет пространство вокруг себя, и орбита Меркурия слегка сползает в это искривление. Когда Эйнштейн посчитал, насколько сильным должен быть этот эффект, получились ровно те самые недостающие 43 угловые секунды смещения за столетие. Было также доказано замедление времени на сверхвысоких скоростях. Точнее, оно объясняло некоторые иначе необъяснимые феномены. В 1936 году были открыты мюоны – нестабильные частицы, рождающиеся в верхних слоях атмосферы на высоте выше 10 километров. Их время жизни всего около 2,2 микросекунды. Даже если мюон летит почти со скоростью света, за 2,2 микросекунды он может пролететь всего около 600 метров. Значит, такие частицы должны бы распадаться задолго до того, как достигнут поверхности Земли. Однако детекторы уверенно регистрировали мюоны у самой Земли. Как они успевают долететь? Потому что они летят так быстро, что для них время течет медленнее. Одной из самых впечатляющих иллюстраций общей теории относительности стали черные дыры. Если масса сжимается достаточно сильно, она искривляет пространство-время настолько, что возникает область, из которой не может вырваться даже свет. Долгое время черные дыры считались математической абстракцией, чем-то, что красиво выглядит в уравнениях, но вряд ли существует на самом деле. И Эйнштейн не дожил до обнаружения первой черной дыры. Он умер в 1955, а первую черную дыру нашли в 1971. Сегодня астрономы наблюдают их регулярно. Мы видим, как звезды вращаются вокруг невидимых массивных объектов. А в 2019 году было получено первое изображение тени черной дыры. Но теория относительности работает не только где-то в далеких галактиках. Она влияет на вещи, которыми мы пользуемся каждый день. Например, на систему GPS. Спутники навигации несут на борту чрезвычайно точные атомные часы. Из-за их высокой скорости время в них течет чуточку медленнее, чем на поверхности Земли. Если не учитывать эти эффекты, ошибки в определении координат накапливались бы на километры уже через сутки.
То есть каждый раз, когда ваш телефон показывает, где вы находитесь, он использует поправки, рассчитанные по теории Эйнштейна. Вот эту всю ерунду с замедлением времени использует в работе ваш GPS. Теория относительности стала такой же практически полезной и ежедневно применяемой, как век назад были теории Ньютона и Максвелла. И если ученые конца XIX века думали, что мир в целом уже понят и осталось лишь уточнить несколько деталей, то XX век показал, что Вселенная устроена гораздо страннее, чем можно себе представить. Но это не останавливает развитие знания и технологий. Или, как говорил другой умный человек, в чудеса не надо верить, надо ими пользоваться. С днем рождения Эйнштейна! Удачи вам! До скорых встреч!